Очередная машина ДПС. Давай. Ну ты крутани его. Вот с такими звуками. Причем как бы тоже до такой степени доездится, либо там глухой водитель сидит за рулем, либо ездят в берушах. Я думаю, что им по ходу дела не только маски и перчатки выдают, а еще и беруши. Но здесь, судя по всему, что привод тоже, потому что смазку выдавило. Peugeot 408, пробег 144 тысячи километров. Человек где-то полгода назад приезжал на замену масла, жаловался на то, что у него машина при трогании дергается. Как бы сказали, что скорее всего проблема в сцеплении. Вот через полгода человек приехал устранить эту проблему. Говорит, стало все хуже и хуже. На тот момент он проблему не решился устранять. В общем, проблема здесь такая. Во-первых, при трогании машины на механике отпускаешь, когда педаль сцепления, педаль начинает дергаться. То есть бьет по ноге. Также и сама машина в момент трогания начинает дергаться. Человек говорит, один раз сцепление уже меняли, была такая же проблема, но ничего не помогло. Как в основном проблема в демпфере диска. Либо же разваливается выжимной подшипник, начинает бить как раз в ногу, либо же если стоит двухмассовый маховик, маховик кривой, либо же если ведет саму корзину. Ну, поскольку человек говорит, что сцепление мы меняли, скорее всего, с выжимным подшипником, но и поскольку после замены сцепления проблема не ушла, подозрение на маховик. То есть, что у маховика есть биение, то есть его повело. На данный момент сейчас будем снимать коробку и выяснять, из-за чего и машина при трогании дергается, и педаль скачет. В общем, искать и устранять причину этой проблемы. 2, 3, 4. Ну, 4 сотки примерно. Ну, то есть маховик уже кривой. В общем, коробку мы сняли. Маховику уже хана, маховик перегретый, на нем есть микротрещины, их причем видно уже невооруженным глазом. Примерно биение, но так как у нас тут все это дело жестко не стоит, но уже видно, что свыше 4 соток биения, а там допуск, по-моему, до 0,3. То есть маховику уже хана. И получилось так, что сцепление все-таки меняли. Примерно похоже, что 20 тысяч назад, потому что диск еще живой. Но также выжимной подшипник, судя по всему, что меняли. Корзина менялась, но не заменили вилку и не заменили направляющую втулку выжимного подшипника. Втулка, она лопнула вот в этом месте. И, соответственно, при выжиме подшипник, тут даже видно, подшипник шел наперекос. И поскольку не соосно он попадал на корзину, его точило боком. Из-за этого скакало. Ну и саму корзину повело, видно, что лепестки в разном стоят. Также выжимной подшипник. Ну и маховик, поскольку было все это дело перегрето. Но перегрето, я думаю, что скорее всего из-за недовыжима все это дело произошло. В итоге комплект сцепления, вилка, направляющая втулка, соответственно сальник первичного вала, маховик и, может быть, но хотя здесь сухо, ну посмотрим еще на сальник коленвала задний, и проблема должна будет уйти. Mitsubishi L200. В общем, ничего необычного, машинка рабочая, хорошо рабочая. Вот у нас есть 3 защиты. Одна у нас защита двигателя, защита коробки, защита раздатки. А на защите имеется слой земли. Причем этот слой земли, такое ощущение, как будто вообще машина просто на земле лежит. И это полностью на всех защитах. Вот так вот. Человек с собой
Агроном, наверное. Осталось только картошку посадить. Если она там еще не растет, конечно. BMW, единичка. Немножко подмятая. Приехала задние диски, колодки поменять. Тут у нас колодочки ручника отгнили. И вот самое интересное, ну колодки то, что кончились, это понятно. А вот тормозные диски. Точнее, они ими когда-то были. Вот только когда? Это было давным-давно и неправда. Причем они еще даже тормозить пытались. Ну вот оба. Судя по всему, что машина долго стояла. В итоге меняем диски, колодки. Ну и соответственно перебираем суппорта. И все будет отлично. Так, в одной из предыдущих серий была коробка с транзита, с полноприводного. В общем, где там дрызг был внутри в коробке. В общем, коробку перебрал. Вот все, что из нее добыли. В общем, вторичный вал пошел под замену. Промежуточный вал пошел под замену. Но здесь шестеренка всего одна пострадала. Ну, нам привезли вал в сборе, поэтому заменили его целиком. Соответственно, шестеренка с раздаточного узла вместе с подшипником. Вторая шестеренка с раздаточного узла. Кучу подшипников. Ну, выжимной это уже вместе с сцеплением идет. И вот еще один подшипник с раздаточного узла. В общем, его зажувало. И еще были несколько деталюк. Ну, куда-то я их потерял, пока подбирали. Ford Focus 2. Машинка приехала на маленькую диагностику и ремонт. В общем, вот видео к тому, почему нежелательно машине долго стоять. Потому что все приходит от такое состояние. Здесь приржавели колодки тормозные к диску. Образовалась вот такая калина, которую отсюда никак не счистить. Ну, если только диски в проточку, чтобы их проточили. Ну, соответственно, все это дело ржавое. И при нажатии на педаль тормоза идет жуткая вибрация. Вот она видна, эта окалина. Поэтому машинам долго стоять и нежелательно, потому что она вся просто гниет. Вот до такой степени. Лада Калина. Приехала, потекла помпа. Вот с таким ГРМом. Человеку говорим, надо заменить помпу вместе с ГРМом. Говорит, давайте ГРМ не будем менять. Ну, судя по состоянию ГРМа, поменять его надо. Но здесь даже если оборвет, здесь стоит 183 мотор. Как бы здесь-то проблем нету. Был бы 186, там была бы проблема. А здесь, ну как говорят, если между Выборгом и Питером оборвет этот ГРМ, то как-то не сильно будет красиво. Поэтому будем менять и помпу, и ГРМ. Ford Transit, инкассация. Машинка приехала, меняем переднюю крышку цепи. ГРМ ее протерла шкивом. Ну, как обычно, шкив разваливается. Крышку будем менять новую. И тут есть еще такой прикол. Снимаем привода, меняем наружные пыльники шрузов. И, соответственно, сняли привод. А здесь у нас подвесной подшипник правого привода. Причем как бы на гул они не жаловались. Но обойма наружнее. То есть подшипник настолько вклинил, что обойма лопнула. А нет слов, одни буквы. И то 3. Я думаю, это слово «мир» 100%. ВАЗ-2106. Точнее, то, что от нее осталось. В общем, парнишка молодой приехал поменять сцепление. Мы ее кое-как на подъемнике подняли, вывесили. Вот, честно, заходить под нее даже страшно. Здесь у нас пол. С такими лонжеронами. Пороги. Понятно, в общем, машина очень сильно замучена. Здесь заплатка. Тут у нас бак топливный. Все вот такое. Самое интересное на капоте. А под капотом у нас аккумулятор. Ну, пока он еще на данный момент стоит на месте. Его еще отсюда не стырили. А для того, чтобы его не стырили, вот такое вот сюда барный замок. И все. И аккумулятор отсюда не стырят. Но это не точно, если, конечно, дыру в капоте топором не вырубят.
Так, пока все отлично. Еще даже она передвигается. Правда, не своим ходом.